Друзья, рада всех приветствовать на моем канале Свет Вышивки. Меня зовут Светлана. На календаре 4 февраля 2023 года. Согласно традиции, сложившейся на канале, мои видео состоят из двух частей – вышивальной и исторической. Тайм-коды всегда находятся в описании под видео, чтобы вы могли моментально оказаться на том участке видео, который вам более интересен. Сегодня в выпуске, сразу после анонса, в первой части видео вышивальной, я представлю вам результат недели, то есть вы увидите, насколько подросла вышиваемая мной картина и как она при этом выглядит на канве. А во второй исторической части видео мы вновь совершим свой очередной экскурс по страницам истории, посвященным вечным скитальцам, знаменитым мистическим явлениям. В прошлом видео речь шла о поездах-призраках, но не менее загадочные истории происходят и с другими машинами и механизмами. Иногда кажется, что в созданные людьми машины вселился злой дух, потому что они вдруг начинают бунтовать, превращаясь из помощника человека в его врага. История самого старого в мире лондонского метро началась 9 января 1868 года. Дорогою в ад назвали лондонцы свое метро с первых же дней его существования. И до сих пор британцы относятся к нему с мистическим страхом. Еще больше мистических сюрпризов преподносят нам автомобили. Профессор Дан Крейнвард, являющийся большим специалистом по вопросам поведения непослушной техники, сделал в связи с этим даже некоторое заявление, о котором мы, друзья, и узнаем далее во второй части видео. А сейчас нас ждет вышивка. Напомню, друзья, я вышиваю картину «Ее первый урок» великого итальянского художника Евгенио Эдуардо Дзампиги. Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Размер схемы 400 на 529 стежков. В работе принимают участие 200 цветов, из которых 102 бленда. Схема имеет 5-й уровень сложности из 7 возможных. Вышиваю я крестиком ниточками ДМС в 2 сложения на канве AIDI 18 каунта фирмы Zweigart по электронному приложению Saga. В начале недели моя работа выглядела вот так. Это, друзья, напомню, чуть больше 8%. А вот так моя работа выглядит сегодня. Картину я разделила на 2 части. Сейчас в работе первая часть. Мы видим ее границы по ширине. И теперь в этих пределах будем удлиняться. То есть вышивка будет увеличиваться по длине до самого низа картины. А затем последует перемотка, и мы взметнемся снова вверх канвы. Таким образом, начнется вторая часть картины, и, следуя все тем же заданным курсом, мы прибудем к финишу. Ориентировочно мы находимся в верхнем левом углу картины, и можно уже сказать, что проделан хороший шаг в продвижении к главным героиням. Продолжает увеличиваться камин. Занимаюсь его кладкой уже 3-ю неделю, и это не предел. Как мы можем видеть на картинке, он продлится наполовину, даже, я бы сказала, чуть больше половины работы в длину, но при этом уменьшится в ширину, так как на передний центральный план выйдут наши голубушки. Из прошлого видео, друзья, вы уже поняли, что старшую героиню зовут Мэгги, а вот с именем девочки, конечно, вышла у меня заминка. Какие только имена, друзья,
не приходили на ум. Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. И как-то, глядя на нее, вдруг подумалось, да ведь это наша Лукреция. Так что своего появления с нетерпением уже ждут Мэгги и ее внучка Лукреция. Кстати, друзья, в Древнем Риме девочкам не давали личных имен. У них была женская форма родовой части имени. Например, Корнелия из рода Корнелия, дочь мужчины по имени Корнелий. Если в семье было несколько дочерей, то имена у них были одинаковые. Чтобы их отличить, прибавляли преномер: старшая, младшая, либо вторая, третья. Но вернемся, друзья, к камину. Камин продолжает радовать своей легкостью создания. В этой области мне вновь встречались большие участки, состоящие из крестиков одного символа. Например, эта часть, внешне напоминающая жерло потухшего вулкана, состоит из 1600 крестиков 310 цвета, то есть радикального черного номера мулине. Получено с таможни. Контрабандный товар. Радикальный черный цвет. Можете представить, друзья, масштаб удовольствия работы над этой областью. И вся эта ослепительная красота в окружении знакомых нам всевозможных коричневых оттенков. Ну, конечно же, сопровождаемые темными пятнами копоти. Поэтому, когда на конве только замаячили все признаки стула, градус интереса к работе значительно повысился. В сиденье стула я зашила свои бриллианты. К тому же это не первый вышиваемый мною стул. Похожий резной красавчик есть на картине «Любимая мелодия» у Джузеппе. Стул, конечно, полон разнообразия в плане значков, из-за чего работа тормозилась, но заниматься им было интересно. Резной, увенчан сверху цветочными лепестками, имеет плавные изгибы. Контуры предметов мягкие, понятные, естественного цвета. Вообще цветовая гамма пока максимально приближена к той, которую мы наблюдаем на самой картине. Да, друзья, для меня это один из самых немаловажных факторов. Даже пиксельность не так удручает, как наличие расхождения между цветовым решением на исходнике картине и результатом на конве. И объяснение этих расхождений искажением цветопередачи экрана, личным восприятием окружающего мира или еще чем-то, ну как-то не успокаивают. Вот, например, сейчас, друзья, превью. Вот, например, превью. Неудачная, на мой взгляд, распечатка к схеме. И картина художника. Сейчас я постараюсь вывести в правую сторону экрана. Цветовая гамма на конве соответствует той, что на картине художника и на картинке на сайте у дизайнера. Так что пока все совпадает на данном этапе вышивки. Да, моя камера перевирает цвета, поэтому я и стараюсь дополнительно описать то, что я вижу. Верю. Вот теперь верю. Шахматка и пиксельность на вышитом участке, как видите, отсутствует. Одним словом, пока мне все нравится. И процесс, и результат на конве. Вышивать одно удовольствие. Теперь по традиции осталось озвучить результат в цифрах. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. На сегодня мною вышито 13% картины. В крестиках это составляет 27 471. За прошедшую неделю мне удалось вышить 10
9100 крестиков. Вы прямо герой труда. И до конца работы осталось всего лишь 184 129 крестиков. И финиш. Ну что, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы. Впечатлениями я с вами поделилась. А теперь, друзья, того, кто остался, приглашаю перейти ко второй части видео. Так что настраиваемся на нужный лад и отправляемся в мистическое путешествие. Дух метро и бунт машин. В предыдущем очерке речь шла о таком мистическом явлении, как поезда-призраки. Но оказывается, что не менее загадочные истории происходят и с другими машинами и механизмами. В метрополитенах, на автострадах и даже в быту. Иногда кажется, что в созданные людьми разумные машины вселился злой дух, потому что они вдруг начинают бунтовать, превращаясь из помощника человека в его врага. История самого старого в мире лондонского метро началась 9 января 1868 года с грандиозного банкета по поводу открытия первой линии длиной около 5 километров, соединявшей два вокзала. На следующий день метрополитен распахнул свои двери для обычных пассажиров. Лондонская подземка сразу же наполнилась дымом и копотью. И хотя ее поезда уже были составлены из закрытых вагонов, огромное количество сажи проникло внутрь, и пассажиры вынуждены были закрывать лица платками и зонтиками. Из-под земли выходили толпы закопченных людей, отряхивавших сажу с цилиндров и пелерин. «Дорогою в ад» называли лондонцы свое метро с первых же дней его существования. И не только из записанных неудобств. В наше время, конечно, все изменилось в лучшую сторону. Нет былой грязи и копоти, повысились уровень комфорта, скорость поездов. И без этого вида транспорта трудно представить не только Лондон, но и десятки других городов мира. Однако британцы до сих пор относятся к своей подземке с мистическим страхом. Они не решаются оставаться в одиночестве на пустынных станциях, не сомневаются в том, что вместе с 3 миллионами обычных пассажиров старейшая в мире подземка ежедневно перевозит еще и разные сущности из потустороннего мира и всерьез верят в призрачного духа метро. Именно его впервые увидели в декабре 1928 года пассажиры в Южном Кенсингтоне. Это был призрак поезда с высунувшимся из окна машинистом. Локомотив с вагонами на большой скорости промчался мимо выстроившихся на платформе людей и будто растворился в темноте туннеля. Фантом подземки еще несколько раз пугал пассажиров своим неожиданным появлением. В Лондоне есть немало закрытых старых линий метро. И хотя по их рельсам составы уже давно не ходят, люди, живущие поблизости от них, утверждают, что по ночам иногда слышат звуки проносившихся там поездов. Еще больше мистических сюрпризов преподносят нам автомобили. Многие водители со стажем, как известно, считают своего железного коня чуть ли не одушевленным существом. Они уверяют, что настолько хорошо чувствуют машину, что могут даже уловить, когда она сердится, радуется или упрямится. Профессор Миннесотского университета Дан Крейнвайт, являющийся большим специалистом по вопросам поведения непослушной техники,
сделал в связи с этим интересное заявление. Покупая автомобиль, вы на самом деле приобретаете часы с бешеной скоростью, отсчитывающие время вашей жизни. Для такого заявления у него были все основания, ибо профессор серьезно занимался проблемой бунта машин. Им были собраны многочисленные факты наиболее знаменитых смертей XX века, так или иначе связанных с техникой. Крейнвард занялся этими исследованиями после того, как погиб его друг, причиной смерти которого стал его собственный автомобиль. Он тронулся с места в тот самый момент, когда его владелец лежал под ним, устраняя какую-то неисправность. Проведенное следствие пришло к выводу, что в моторе произошло короткое замыкание. Однако автомобиль стоял на ручном тормозе. Крейнвард был другого мнения. Он знал, что его друг незадолго до смерти как раз начал заниматься сбором фактов о неповиновении машин. Известный голливудский актер Джеймс Дин 30 сентября 1955 года погиб в автомобильной аварии. Его Порше на скорости 150 км в час врезался во встречный Кадиллак, за рулем которого находился молодой студент. Для полицейских осталось загадкой, как автомобиль Дина мог столкнуться с машиной, которая двигалась по встречной полосе. Тщательная экспертиза показала странную вещь. Оказалось, что как только автомобили поравнялись друг с другом, руль Порше резко вывернулся в сторону, и машина на полном ходу, что называется, пошла на таран. Чудом уцелевший в этой аварии студент хорошо запомнил перекошенное от ужаса лицо голливудской звезды. Казалось, тот абсолютно не понимал, что происходит. Следует отметить, что актер был совершенно трезв и психически вменяем. Версии убийства или самоубийства отпали сами собой. Мало того, по мнению экспертов, совершить подобный трюк было просто физически невозможно. Для такого разворота нужна была нечеловеческая сила. Интересно, что при жизни Джеймс Дин назвал свой автомобиль маленьким ублюдком. И, видимо, он знал, о чем говорил. Эта мистическая история получила свое продолжение. Миллионерша из Техаса Антелла Перри была ярой поклонницей Дина. Она купила изуродованный автомобиль и потратила на его реставрацию уйму денег. Однажды Перри решила съездить на место гибели своего кумира. Ей очень хотелось понять, как такое могло случиться. Она предупредила о своем намерении автомеханика, так что автомобиль находился в исправном состоянии. Через час пришла трагическая весть. На большой скорости Порше врезался во встречную машину. Миллионерша сломала себе шею и умерла, не приходя в сознание. Свидетели катастрофы рассказывали, что сидевшая за рулем женщина сначала вроде бы пыталась справиться с непослушным рулем. Потом, видя всю безнадежность ситуации, бросила его и лишь дико кричала, закрыв лицо руками. Было проведено расследование, в результате которого судебный врач Джонатан Барридж заявил, что с точки зрения логики виновником происшествия является автомобиль Антеллы Перри. Доктор Бардж также заинтересовался проблемой непослушных машин и стал собирать факты странного поведения механизмов, вышедших из-под контроля своих хозяев и начавших действовать самостоятельно. Самым загадочным было то, что свой гнев они направляли именно против собственного хозяина. Профессор продолжал свои расследования, но обнародовать собранный им обширный материал не смог.
Уже упомянутый здесь профессор Крейнвард утверждает, что подруга Сергея Есенина, легендарная танцовщица Исидора Дункан, тоже погибла не случайно. Автомобиль, в котором она ехала, словно специально замедлил ход, ожидая дуновения ветерка, чтобы ее длинный шарф намотался на колесо. Водитель автомобиля, давший подробные показания о происшествии, не мог понять и объяснить, почему двигатель машины на какой-то миг заглох. Потом он вдруг взревел, как сумасшедший, и автомобиль рванулся вперед. Шофер даже не сразу понял, что Айсидора задушена собственным шарфом. Столь же загадочна смерть лауреата Нобелевской премии знаменитого писателя Альберта Камю. Он ехал в Рену, за рулем которого находился его книгоиздатель Мишель Галимар. Это был опытный водитель, но, несмотря на это, он почему-то на полном ходу вывернул руль, и автомобиль врезался в придорожное дерево. Камю скончался на месте. Галимар умер через несколько дней. Кроме мужчин, в машине находилась жена и дочь книгоиздателя. Они выжили и рассказали полиции, что Мишель вообще никогда не лихачил и руль не выворачивал. Выходит, что руль сделал это сам. У писателя тоже нашлась поклонница его творчества, которая захотела приобрести его поврежденный Рено. Она считала, что, сев за руль этого авто, лучше поймет произведение своего кумира. Через месяц женщина отправилась на прогулку и, потеряв управление, врезалась в придорожное дерево. Жена Галимара сделала в прессе заявление о том, что эта смерть является преднамеренным убийством из мести, но полиция эту версию не подтвердила. В 1914 году зловещую славу приобрел еще один автомобиль, тот самый, в котором вместе с женой был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Оказалось, что около десятка его последующих владельцев погибли или тяжко пострадали во время поездок на нем. По мнению некоторых специалистов, непослушное авто замешанное в деле об убийстве президента США Джона Кеннеди. В частности, их ставит в тупик такая деталь. Почему совершенно исправный президентский лимузин в момент первого выстрела вдруг встал, как вкопанный, и отказался заводиться? А через несколько секунд он легко завелся и сорвался с места. Но президента это уже не спасло. Какая неведомая сила заставила его остановиться и сделать президента идеальной мишенью? Тогда на столь странное поведение лимузина обратил внимание сенатор Макмиллан, но его мистические подозрения не приняли всерьез. Профессор Дан Крейнвард считает, что бунт машин стал также причиной гибели принцессы Дианы и многих других известных людей. При этом он отмечает поразительную закономерность. Прежде всего погибают люди, слишком любившие или буквально обожествляющие свое авто. Согласно его гипотезе, механизм машины в таких случаях входит в своего рода психическую связь со своим хозяином. Со стороны кажется, что автомобиль начинает проявлять свойства, характерные для живого существа, и в нем проявляется разрушительное начало. Обо всем этом профессор собирался написать в книге, посвященной бунту машин, но не успел. В 2000 году он погиб в результате несчастного случая. Был задушен кухонным комбайном. Длинные волосы профессора попали в мотор и несколько раз обмотались вокруг шеи.
Каждый предмет, будь то стиральная машина, компьютер или автомобиль, обладает своей собственной энергетикой. Уровень ее зависит от самых разных причин. Мы все заботимся о своих механических помощниках, желая обеспечить максимум комфорта и уюта в своем доме, в том жизненном пространстве, в котором находимся. Да, автомобиль для многих является вторым домом на колесах. Как бы скептически не относились вы ко всему рассказанному здесь, подумайте все-таки над тем, чтобы осветить не только свою квартиру, но и машину. Может быть, именно это убережет вас от многих бед. Да, друзья, очень интересно будет узнать ваше мнение о прочитанном. Ставьте лайки, если тема была интересной. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр, а на сегодня все. Пока-пока.